Спасибо, Владимир Вольфович. Фракция «Справедливая Россия за правду», Вассерман Анатолий Александрович. Уважаемые коллеги, давайте мы поздравим Анатолия Александровича с днем рождения. У него сегодня день рождения. Вячеслав Викторович, с вашего позволения, Вассерман. Вассерман. Да. Уважаемые коллеги, прежде всего, простите за шпаргалку. Я все-таки оратор не совсем опытный. Вчера в ходе обсуждения законопроекта о пенсионном возрасте вновь возник накал страстей, характерный для обсуждения нашим собранием едва ли не всех вопросов, связанных с экономикой. Полагаю, подобные споры неизбежные, пока правительство, естественным образом связанное с парламентским большинством, исповедует теории, провозгласившие себя единственно верными. Сейчас мои помощники постепенно разносят вам сборник моих статей. Да, кто хочет побыстрее, пришлите своих помощников ко мне. Новый корпус, кабинет 547. В статье «Многочастичное взаимодействие» объяснено, почему любая теория, опирающаяся на веру в благотворность свободы личности без оглядки на общество, гарантированно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью. Я и сам могу рассказать членам и сотрудникам аппарата правительства, какие теории можно использовать без риска для страны и народа. Но знаю многих людей, способных решить эту задачу куда лучше. Если руководство Думы захочет, организуем курсы переподготовки. Но пока эту разрушительную веру старательно подкрепляют почти каждый год, присуждая основанным на ней теориям премии Банка Швеции в память Альфреда Бернхарда Эммануэлевича Нобеля, кстати, проработавшего полжизни в нашей стране, от Баку до Санкт-Петербурга. Сейчас хочу обратить внимание на другое преступление Комитета по настоящим Нобелевским премиям, совершенное в нынешнем году. Половину премии по физике получили видные рекламщики парниковой теории глобального потепления. Полагаю, Нобель опять перевернулся в гробу. Предыдущее преступление сравнимого размаха совершено в 1988 году. Нобелевскую премию по химии получил сочинитель фреоновой теории озоновой дыры. Он много лет сочинял, как озоновый слой разрушают только выхлопные газы пассажирских реактивных самолетов. У фирмы «Боинг» такой самолет не вышел, и она оплатила исследования, бьющие по удачным конкурентам Ту-144 и «Конкорду». Но нефтяной кризис 1973 года сделал такие полеты нерентабельными, и оставшегося неудел химика перекупила фирма «Дюпон». Она тогда запатентовала заменители фреонов, худшие по всем техническим и коммерческим показателям, и тоже решила устранить конкурентов. На самом деле озоновая дыра бывает только над Антарктидой, причем каждую полярную зиму. Озон образуется при поглощении кислородом ультрафиолетового излучения, или электрических разрядов, а распадается сам по себе. Так что за несколько месяцев его над Антарктидой становится в разы меньше, а за полярное лето накапливается новая порция. Но уже многие тысячи человек погибли от взрывов аэрозольных баллончиков, куда теперь вместо фреонов наливают всякую горючую дрянь. А если пересчитать в человеческие жизни потери энергии в холодильниках, где нормальные фреоны заменили менее эффективными веществами, то речь пойдет о миллионах. Но по сравнению с парниковой теорией глобального потепления, фреоновая теория озоновых дыр – невинная шутка. Когда удастся провести основанные на парниковщине меры борьбы с мировой энергетикой, а значит и со всем мировым производством, счет жертв пойдет на миллиарды.
Это совершенно естественно для человека ненавистничества, весьма развитого и уважаемого в англосаксонской цивилизации. Там принято считать, что на нашей планете нельзя жить более чем полумиллиарду, ну, в лучшем случае миллиарду человек. Нас уже почти 8 миллиардов. Выходят, англосаксы и те, кто верует в провозглашенные ими лозунги, готовы уничтожить примерно 9 из 10, а то и 14 из 15. Между тем, технологий, существовавших еще в прошлом тысячелетии, достаточно, чтобы по меньшей мере до середины нынешнего тысячелетия обеспечить 15-20 миллиардам человек благополучие, привычное для так называемого золотого миллиарда. Но тогда он не будет чувствовать себя превосходящим всех остальных. А для него это важно. Не зря главный разработчик теории расизма, британский лорд Хьюстон Стюарт Уильям Чарльзович Чемберлен. Но мы-то с вами не англосаксы. Русская цивилизация гуманнейшая из всех когда-либо существовавших. Ну, почему так? Отдельная тема, но сам факт никого всерьез не сомневает. И прежде чем говорить о миллиардах жертв, мы спрашиваем, чего ради? Парниковую теорию глобального потепления впервые опроверг экспериментально американский физик Роберт Уильямс Робертович Вуд еще в 1908 году. К моменту первой публикации нынешнего нобелиата уже накопилось множество надежных доказательств того, что парниковые газы, то есть активно поглощающие инфракрасное излучение, не нагревают, а охлаждают поверхность Земли. Например, наши геофизики под руководством Андрея Петровича Капицы исследовали антарктический лед, накопленный за 500 000 лет, и убедились, что концентрация углекислоты в воздухе начинает расти только через несколько десятилетий после начала очередного глобального потепления. Вот нынешнее глобальное потепление началось в конце XIX века, а концентрация углекислоты стала расти только в 1960-х годах, что и подстегнуло рекламу парниковщины. Сейчас уважаемые вроде бы метеорологи говорят, что температура на планете наивысшая за добрую 100 тысячелетий. Врут, конечно. Предыдущее глобальное потепление тысячелетия назад было на 5-10 градусов теплее нынешнего. Конечно, тогда точных термометров еще не было, но, например, на юге Гренландии успешно занимались сельским хозяйством. Почему ее и назвали «зеленая земля». А ведь тогда промышленным сжиганием ископаемых горючих веществ еще и не пахло. А глобальное потепление вызывается колебаниями формы земной орбиты под действием притяжения других планет. Всего 2 числа, чтобы показать климатическую роль парниковых газов. На 1 квадратный метр, находящийся на земной орбите и перпендикулярный солнечным лучам, эти самые лучи приносят 1370 Вт, а на такой же квадратный метр на поверхности Земли всего 1100 Вт. Потому что парниковые газы, водяной пар, метан, углекислота, перехватывают 540 Вт из этого потока и переизлучают равномерно во все стороны. То есть половина, 270 Вт, уходит обратно в космос. Если мы хотим охладить планету, надо вырабатывать больше углекислоты. Правда, чтобы охладить ее хоть на градус, надо вырабатывать в несколько сот раз больше углекислоты, чем сейчас. Нынешние рекламщики парниковой теории рисуют хитроумные схемы, чтобы показать, каким образом парниковые газы задерживают теплоотвод от Земли, но на этих схемах нет главного – теплопритока от Солнца. Его прячут как туз в рукаве. Ну, я мог бы еще долго рассказывать, кто и как врет, чтобы заставить нас перейти от энергетики ко всяким чудесам вроде солнечных батарей, за всю свою жизнь вырабатывающих меньше электроэнергии, чем уходит на их изготовление. Но я думаю,
уже сказанного достаточно, чтобы мы, уважаемые коллеги, запустили расследование парниковой теории не просто как заблуждение, а как сознательной корыстной лжи, то есть мошенничество. Ну, понятно, потребуются серьезные исследования, экспертизы, но главное ясно. Российская Федерация включит парниковую теорию в Уголовный кодекс, выйдет из всех опирающихся на нее соглашений и осудит пока заочно за мошенничество всех рекламщиков этой теории, от Нобелевского комитета до Байдена. Спасибо за внимание и за предстоящую всем нам работу. Спасибо, коллега. У вас, Сарман. Так, фракция.